Давно это не делал. Йоу, всем приветики. Proxy Drive здесь. И у нас сегодня в гостях Леха, он же DJ Cosinus, он же The Skulls, он же... Блин, у тебя столько много проектов, я даже не знаю, как бы... Он же. Это новый можно проект такой запустить, он же. Слушай, Лех, ну я тебя знаю какое-то количество лет, я не знаю, 10. Уже десяточка, мне кажется. Десяточка, да, по-любому. Слушай, а я никогда у тебя не спрашивал, с чего все началось. Это любимый всеми вопрос вообще. Началось все на самом деле достаточно просто. Был 96-й год, мне было 13 лет. Я познакомился со своим будущим напарником и помощником по музыке. Это тогда его звали Кислоид, Серега, а после уже Сладкий, когда как раз был у нас проект Косинус и Сладкий. Я с ним познакомился просто на площадке, на улице, я там гулял где-то. И накануне дня рождения, и они сидели, он был старше, ему было на 5 лет старше меня был, по-моему, или 6. И они сидели с друзьями, обсуждали, типа, клуб «Планетарий». И «Тоннель» тогда был, и «Планетарий». И он говорит, о, типа, крутая тема. Он тогда был диджеем, на дискотеках кассеты ставил. Он говорил, вот там, типа, круто, диджеи играют на виниле, такой музон вообще, типа, разрыв. Так. Я просто ухом услышал, думаю, дискотека. Клево. У меня день рождения, я хотел пойти первый раз на дискотеку. Он говорит, иди, да, в 13 лет, иди, типа, в Планетарий, это будет просто... Они такие хихикали, там, типа, ну, наверное, тебя не пустят туда, но... Как бы иди, это ночная дискотека, все серьезно. Ну, в общем, я прихожу к маме, говорю, мама, я хочу, типа, пойти на дискотеку, на ночную. Она такая, типа, а у нас с мамой очень близкие, дружеские отношения, то есть понимание 100% есть, ну и вообще в семье. Я говорю, я хочу, в общем, на день рождения, мне ничего не надо, просто подари мне вот вход в клуб, стоил 30 рублей на тот момент в Планетарий. И, типа, деньги какие-то на такси там или просто на метро. И я пошел. Просто с другом со своим, который был тоже старше меня там, и он говорит, ну, в тот момент ходил, ему было уже 20 лет, мы пришли, там, конечно, нереальное что-то, это вот, я до сих пор помню эти ощущения, это Планетарий, это ночное небо над тобой, купол, играл диджей Фрейд, которого уже, к сожалению, нет, это был классический хаос, такой музон, нереальное, просто вот это звездное небо, саунд-система просто сумасшедшая, и я понял, что я хочу, как бы, чем я вообще хочу заниматься. Что это ты? То, что да, я увидел сразу диджея, я понял, что это сразу моя тема, и я хочу быть там, просто все. И все, я как бы начал учиться играть, диджеинг. Тогда не было вертушек нормальных, профессиональных, там, типа Technics, которые, ну, все использовали. У нас, во-первых, не было столько денег. Серега тогда как раз Сладкий учился уже играть. И я просто к нему приклеился, я говорю, научи меня. Он говорит, ну давай, надо вертушки только купить. Мы купили радиотехника, сняли блины с них, потому что привод очень слабый был, и все медленно работало. Мы сняли блины, сделали, спаяли старые 2 пластинки как блин. Тактично очень все запускали, и, в общем, так учились на вертушках дома играть. Денег, конечно же, не было. Одна пластинка $12. Я учился в школе, работы никакой нет. На вечеринки играть просто нереально попасть. Работал разнорабочим. Просил у мамы, конечно же, какой-то период времени деньги. Потом она сказала, что все, надо завязывать с этим. Устроила меня через своих друзей в клуб «Планетарий» волонтером. И это была очень неплохая тема для меня, потому что я раздавал билеты, не билеты, эти пригласительные, типа клеил, флеера? Клеил плакаты с друзьями, там ходили, просто вот, ну, не стеснялись ничего, ну, работа, какая работа. Давали 4 билета, не давали денег, давали 4 билета в Планетарий, а тогда это было очень круто. То есть я мог эти билеты, во-первых, продать, то есть я всегда продавал 2 билета, оставлял один себе, один, может быть, какому-то другу, то есть билеты я причем продавал
Обычно очень была такая тема, что можно было продать билет за 60 рублей. То есть, типа, где-то 100 рублей я имел каждую неделю. Мог купить одну пластинку. Билет в тоннель обязательно я покупал. Ну, и какую-то там, что-то там выпить, закусить, там, погулять с друзьями. То есть, в общем, вот как-то так. А ты уже был своим пацаном, типа, вот... В тусовке? Типа чуваком, у которого были вот билеты, у которого можно было спросить проход. Я был, на самом деле, в школе очень скромным челом. Ну, как бы вообще такой, занимался спортом, учился и не тусовался, и все знали, все всегда хотели попасть на дискотеки, и вот у меня была школа с углублением немецкого языка, это вообще была супер строгая школа, а Серега Сладкий учился в такой более спортивной школе, она имела отношение к «Зениту», и у них всегда были классные дискотеки, но да, всегда все боялись идти, потому что это были спортсмены, можно было получить, блядь, по голове. И меня эта тусовка сразу приняла, потому что все сказали, вот он работает типа в планетарии, у него есть билеты, и была уважуха. Я сразу стал тусить со старшеклассниками, короче, была нормальная такая движуха, было все классно, весело, позитивно. В клубах вообще на самом деле тогда было очень мало молодежи, то есть возраст был от 25, а была тусовка как бы, ну, такая молодежная, то есть 13 лет ребят вообще не было, то есть, ну, были какие-то там, ну их человек 20-30 был. И в это входили как раз вся тусовка. Был Федя Бумер, был Арам Монтана, Фанки. Они все также были. Они чуть старше меня, там где-то 3-5 там, лет. Но вот все, в общем, вместе как-то общались, пересекались. Но они тогда уже были диджеями. Ну, именно играли. Я играть стал где-то с 97-го. И первый клуб это был, получается, у меня Нора, Гора и Полигон. И ты вот работал в этом клубе. А как ты начал писать свою музыку? Как ты приехал к музыке? Да, то есть в клубах я играл очень долго, и все меня знают по клубной теме. То есть были сначала техновые вечеринки, потом мы стали играть синтепоп, Косинус и Сладкий — это дуэт, потом с Юрой Милославским разные попсовые вечеринки, Радио Рекорд, стал музон по попсовой, и как бы вот Косинус, как знают, как диджея, как музыку я, в принципе, как Косинус не писал. То есть в 2004 году, когда у нас были там уже там разногласия в нашем проекте, как Косинус и Сладкий, то есть мы перестали, в принципе, выступать, создался проект The Skulls, и я уже стал писать музыку серьезно под этим проектом. То есть именно вот такое продюсирование, да, оно началось с 2004 года, я бы сказал. И первые вот эти релизы, и вся вот эта движуха, и первый релиз был на DimMag, то есть такой основной, самый яркий. И у меня просто на тот момент уже с Косинуса у меня шли деньги, я зарабатывал диджей-сетами. The Skulls проект новый был, мне было сложно выступать, но за счет того, что у меня был кэш, я начал просто ездить на фестивали. Вот мы тогда с Федей Бумером поехали в Майами на Ультру, потусили там, он мне рассказал, что такое бейс. Федя у нас всегда в теме. Ну да. Он меня все прокачал, я ему за это очень благодарен. Он, короче, в общем, дал такую новую, как бы, ветку развития музону во мне, и я, соответственно, начал, как бы, в этой теме двигаться. И мы познакомились с Лехой НМ как раз на тот момент. Он очень был крутой продюсер по дабстепу. Я попросил его научить меня, как это все делается. Мы с ним начали вместе двигать проект. Параллельно он, собственно, занимался своим сольным проектом, как NA. Вот он драм-н-бейс писал и пишет. Вот. Потом мы познакомились. Ну, то есть я начал просто больше знакомиться с продюсерами, кто реально круто пишет музон. Саша Оак такой, может, ты знаешь его. Слышал, тоже. Да. Вот. Очень нереально крутой, вообще талантливый музыкант. Тоже очень много чего мне помог. Подсказывал, как что делать. Там, доработках, потому что я не настолько был прокачан в продакшене. В общем, постепенно, работая со всеми музыкантами, то есть ты как бы свою какую-то вот тему уже так прощупал, научился и начал работать. Но причем я работал с ребятами, которые были всегда с образованием звукоинженеров. То есть у меня, к сожалению, этого образования нет, я не настолько гик как бы в этой теме, но, то есть я идеи делаю, все собираю, все типа классно, но до сих пор я не стесняюсь этого, но я считаю, что это в принципе нормально, то есть обращаюсь там за сведением, мастерингом, если надо, там, да, конечно, профессионалом, да. Ну и я, знаешь, как-то все-таки, то есть это плюс-минус мой, я за время уже какой-то долгой работы в клубах уши-то посадил. И, то есть я с этой стороны, ну, как-то доверяю людям, которые реально сидят на студиях, там,
работают с большими музыкантами, тем более сейчас с каждым годом, как получилось в проекте The Skulls, то есть я делаю там сначала трэп, дабстеп, там бейс, хаус мы делали, и постепенно уходила эта вся история в такой некий для меня альтернативный поп, то есть это музыка с вокалом, много используется живых инструментов, то есть какие-то там гитары, еще какие-то там всякие там барабаны иногда прописывают, то есть делаю такую поп-музыку сейчас, которая, ну что ли, кстати, ну, мне кажется, поп-музыку делать сложно. Ну, то есть, да. Реально, именно в плане качества, чтобы это звучало, чтобы круто звучал инструмент, чтобы ты круто записал вокалиста, это действительно такая сложная работа. И понятно, почему у больших, допустим, звезд там не один человек, да, участвует в продакшене, там, а целая просто вот команда людей, которые работают, трудятся над одним треком. И вот к этому, собственно, пришел, поэтому больше и больше сейчас начинаю общаться именно с такими серьезными там людьми, кто работает на студиях, там и в Америке был, как раз работал, и плюс там еще вот, ну, в разных там других странах, то есть вообще все это опыт классный, ну и вот мне нравится это делать, то есть для себя такая вот задача поставлена, сделать, ну, не то чтобы большой хит, просто создавать классные, интересные композиции. Ты знаешь, понятие такое вот тоже интересное, есть хит у артиста, но артист не может быть легендой. Даже с большим хитом. Не каждый артист может быть легендой. Потому что как раз-таки вот тут и проявляется уже тема, насколько ты реально артист. Мне кажется, даже вот если говорить про классические легендарные проекты, это в первую очередь такой вот главный человек, который делает музыку, и на него идут. То есть на его идеологию, на его вайб. А музыка, она уже дополняет, и поэтому это уже такие большие-большие песни. Не то, что даже хиты, а просто композиции, которые живут через года. Да. То есть вот задача, мне кажется, не то, чтобы там хит хайпануть и сделать миллионные прослушки, а сделать ту композицию, которая пройдет через года и останется, вот она будет нести в себе определенную энергетику и определенное настроение, которое будет людям давать там и через 10, и через 20 лет вот этот вот заряд классный. Классический вопрос про месседж в музыке. Да. То есть все-таки ты считаешь, что месседж должен быть? Однозначно. Однозначно. И твоя фишка, чтобы сделать именно трек, который будет жив какое-то время. То есть я все больше и больше к этому прихожу, и то есть параллельное мое, ну не знаю, хобби, наверное, да, это назвать, ну вот история связана со здоровьем, да, с развитием себя, и я занимаюсь медитациями уже долгий период времени, и я уже около 5 лет изучаю музыку со стороны как раз вот психоакустики, да, как это все работает, как работает это с человеком, и ты в любом случае, когда уже глубинно начинаешь этим заниматься, ты понимаешь, что есть заряд, он есть как и в тот момент, когда ты пишешь музыку, да, в каком ты вообще состоянии находишься, что ты передаешь в этот момент в построении, да, композиции, как она у тебя складывается, какие там частотные диапазоны ты начинаешь там, да, ну, то есть ты понимаешь, да, все это, вот это все работает. И тут момент уже такой, то есть насколько осознанно ты это делаешь. Ты можешь это сделать неосознанно, просто находясь в каком-то классном состоянии создать такую композицию, а можешь подойти осознанно. То есть вот я занимаюсь сейчас очень много музыкой для медитации, пишу разную всякую такую, ну это по сути ambient, ну можно так если назвать. И там уже именно подход такой, что ты понимаешь, какая частота работает с определенным там вот состоянием человека. Изучаю эти книги, смотрю, как это все вместе работает, и это действительно интересно, это уже такой научный, наверное, подход. Точно могу сказать, что надо закладывать определенные вещи в музыку. Она может как создавать, так и разрушать. Есть некоторые, особенно там бинуральные волны, когда это просто по сути идет волна определенная, и она там имеет и частотный диапазон, и вибрационный такой момент, который очень иногда сложно воспринимается как бы просто на слух. Ну, да. Поэтому часто делают какие-то там лейеры со звуками природы или с какими-то просто синтами и запаивают туда это даже не так, чтобы сильно слышно. То есть можно воссоздать, знаешь, с помощью даже музыки, ну то есть как будто ты лежишь на пляже. То
То есть у тебя там перед тобой вода, за тобой летит птица там, тут еще что-то там. И вот это все уже создает определенную атмосферу, которая тебе помогает там расслабиться или, ну, там восстановиться или еще что-то. Ну и также в танцевальной музыке, а это просто более сложно, мне кажется, реализуемо, потому что когда ты, допустим, там медитируешь, ты это слушаешь в наушниках, ты один, там, ты в своей атмосфере, а когда ты находишься в клубе, не каждая акустика может позволить это сделать, но все же я уже слышу сейчас некоторых артистов, которые так делают. Что произошло с музыкой и что станет дальше, когда мы уже двумя ногами выйдем из этой пандемии? Ну, это сильные перемены. То есть, если говорить, допустим, про более агрессивную танцевальную, такую фестивальную музыку, ей сейчас очень сложно живется. И если говорить про музыку, которая более слушательная, она как бы наоборот сильнее идет в гору, и даже жанры, которые приближенно как бы к этому. Особенно сейчас актуальная история, называется эта музыка вот Organic House, даже появился раздел на Битпорте. И что самое интересное, что именно вот этот жанр прогнозируемый на 2 года вперед, что это будет самый-самый продаваемый жанр музыки. Потому что идеальное сочетание, как и в клубе, ты можешь эту музыку слушать нормально, так же и ты можешь ее слушать фоном, то есть она может набирать очень хорошие прослушки и стримы, и, соответственно, продажи в диджитал. Чисто танцевальную музыку очень трудно слушать дома, правильно? Однозначно. Когда ты сидишь в этом локдауне, да? Да. Фокус сместится именно в слушательную сторону больше, да? Я думаю, что да, будет больше, ну, однозначно, значит, мелодизма в музыке, да, то есть больше именно работы вот с тем, чтобы люди могли это слушать. Но, конечно же, тяжелая музыка, она останется, она никуда не денется. Просто выживут те артисты, которые, делают действительно что-то уникальное. Наконец-то вот эта вот вещь, она как бы проявится очень сильно, потому что вот этот копипаст, он 100% никому уже будет не нужен. То есть будут реально слушать что-то, то, что тебя цепляет. Отношение к искусству меняется, люди хотят приобретать, во-первых, это сами, и люди начинают ценить качество, потому что они не хотят отдавать деньги за вот непонятно что. Будет качество цениться очень сильно, будут действительно цениться музыканты, а не просто вот как бы, да, фейк. Понятно, что тяжелая музыка она будет, но она просто будет такая вот как бы или за уже мэтрами этого жанра. А что ты имеешь в виду тяжелая? Ну, тяжело фестивально, то есть, типа, там, если говорить про металл, там, как Slipknot, да, или, может, тот же дабстеп, да, там, или какое-то тяжелое, там, техно, там, да, но оно уже просто будет или за качеством, за уникальностью, за какой-то, если это новый артист, или за просто уже классическими устоявшимися такими персонами, которые, там, Slipknot никуда не денется, понятно, их будут всегда слушать, да. И сейчас, конечно, молодежь все про хайп, потому что вот даже по своим проектам, которые вот мы помогаем как раз молодым музыкантам, делаем, я слышу, во-первых, очень быстрая скорость, то есть молодежь не понимает, что надо иногда подождать чуть-чуть, то есть сделай песню, послушай ее, покажи друзьям, послушай, как она работает на разной акустике, потом выпускай, подумай, как ты будешь это рекламировать, какая у тебя идея, как донести, материал свой красиво, качественно, чтобы всем было классно. Подход совершенно другой, ребят, молодых. Я написал песню сегодня, мне кажется, она классная, надо выпускать завтра, лучше сегодня вечером. Но в итоге мы понимаем, что выживает как бы цельная единица. Да, я понял. Так слушай, а что бы ты хотел пожелать вот как раз-таки начинающим продюсерам, музыкантам, артистам, не знаю, если есть какая-то принципиальная разница между музыкантом и артистом, вот, которые начинают вот в такое время, вот сейчас? Во-первых, я всем желаю четко понять, что эта история не на один день. Все-таки, если вы любите музыку, начинаете этим заниматься ради кайфа в первую очередь, а не ради какого-то хайпа. Потому что очень много ребят, я вижу, что они видят успешные проекты, да, это все замечательно, и они хотят здесь и сейчас заработать миллионы долларов просто ради того, чтобы жить и кайфовать
кайфовать, а не ради того, чтобы заниматься музыкой. Просто надо, первое, что проанализировать, насколько все непросто, все-таки подумать о том, что вы хотите делать не ради хайпа, а что вы реально хотите делать, что на самом деле внутри вас сидит и что вы хотите вот показать миру. Потому что многие ребята из-за того, что популярный какой-то есть жанр, они хотят рваться туда, но это вообще не их тема, и она не работает с ними, и в итоге просто это делается без души, нету никакого результата. Конечно же, мы разочаровываемся, уходим и говорим, что это все фигня, а не история. Если ты действительно творческий человек, то ты найдешь свой путь. Но если ты просто хочешь делать это ради хайпа, я бы не делал вообще. Это очень большой труд. Это реально труд. Это даже сложнее, чем работать не знаю, в офисе менеджером, потому что все зависит от тебя, и насколько ты четко сработанный, настолько у тебя все четко и будет. Да, вот это понимание у многих начинающих музыкантов. Сейчас я начну это делать, срублю немного капусты. Ну, иногда это получается, они срубают капусту, ну, как бы это все ненадолго. Да, опять конечно. Же, то, Это вот, да, на месяц, на год, там, в лучшем случае. Артист одного хита. Такие артисты, они убивают, как бы, сцену. Именно, да. Да. Если говорить про... То есть, они не себе и не людям. Получается, что вот эта история, когда ты вроде там на хайпе, они вылетают, но есть действительно талантливые музыканты, которые действительно достойны, и просто из-за этого их, в какой-то момент не видят. То есть, и, к сожалению, да, действительно талантливые люди, они не понимают, не получают вот этот охват и не получают эту поддержку, которая им на самом деле нужна для того, чтобы творить. И как раз у тебя есть проект. Мы делаем, да, вот проект достаточно долго. Это история. Изначально я всегда помогал молодым музыкантам, и свое радиошоу я отдаю молодым музыкантам делать гостевые миксы. И каждую неделю оно проходит, уже 2 года я это делаю, и хоть чем-то, да, хочу помочь ребятам, кто действительно делает продукт. Также я помогал по менеджменту, и вот мы собрали такой проект, называется Амадей. Это менеджмент 360 градусов на профессиональном языке, то есть делаем все и не ломаем артиста, а находим сильные стороны и помогаем их довести до определенного уровня. У каждого своя задача, все это реализовываем. И работаем с музыкантами. Круто. Все ссылки будут, кстати, в описании. Да, вы можете посмотреть, изучить. Да. Ну что, круто. С вами были Прокси и Косинус, a.k.a. The Skulls. Всем удачи. Подписываемся, ставим лайки. Так себе блогер Прокси покажет вам кого-нибудь еще в следующий раз. В общем, все. Пока-пока. Пока-пока. Спасибо.